Объекты фонда SCP. SCP-049 «Чумной доктор». Объект номер SCP-049. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания SCP-049 содержатся в стандартной укрепленной камере содержания гуманоидов в исследовательском секторе 02, зоны 1.9. Перед любыми попытками транспортировки SCP-049 объект следует обрабатывать седативными препаратами. Во время транспортировки SCP-049 должен находиться в укрепленной системе фиксаторов для гуманоидов третьего класса с ошейником и ограничителями растяжения. Под постоянным надзором как минимум 2 вооруженных охранников. Как правило, SCP-049 идет на контакт с большинством сотрудников фонда. Несмотря на это, любые резкие перемены в поведении следует пресекать силовыми методами. Во время таких перепадов сотрудникам следует всеми доступными средствами избегать прямого контакта с объектом. Установлено, что применение лаванды многонадрезной L-мультифида может оказывать успокаивающее воздействие на объект в случае, если тот становится агрессивным. После успокоения SCP-049, как правило, становится сговорчивее и возвращается в камеру содержания, практически не оказывая сопротивления. С целью дальнейшего успешного содержания SCP-049 один раз в 2 недели сущности следует предоставлять тушу недавно скончавшегося животного, как правило, коровы или другого крупного млекопитающего, для исследований. Трупы, ставшие SCP-049-2, следует изымать из камеры содержания SCP-049 и уничтожать путем сжигания. Было принято решение запретить дальнейшие опыты SCP-049 на людях. Поэтому все запросы по поводу подопытных людей следует отклонять. Временное дополнение к условиям содержания. Смотри приложение 0493. Согласно приказу номер 049-S-19-17-1 Комитета по содержанию SCP-049 запрещено прямое взаимодействие с сотрудниками фонда. Также объекту более не выдаются трупы для анатомических опытов. Эта мера введена на неопределенный срок и может быть отменена только после того, как будет достигнут консенсус по поводу долговременного содержания SCP-049. Описание. SCP-049. Гуманоидное существо ростом около 190 см. Внешне схожее со средневековым чумным доктором. На первый взгляд кажется, что SCP-049 облачен в толстый балахон и керамическую маску, характерные для данной профессии. Однако, судя по этим предметам одежды, они постепенно выросли из тела самого SCP-049 и на данный момент неотличимы от того, что могут скрывать под собой. Тем не менее, рентгеновские снимки показывают, что под этим внешним слоем у SCP-049 имеется скелет, схожий с человеческим. SCP-049 способен изъясняться на многих языках, хотя в основном предпочитает английский и старофранцузский. Характер у SCP-049 в основном дружелюбный. Объект охотно идет на контакт с сотрудниками фонда. Однако, если по мнению объекта рядом присутствует то, что он называет поветрие, он становится крайне раздражительным, а иногда и вовсе агрессивным. Суть этого поветрия не ясна исследователям фонда, но, похоже, для SCP-049 оно представляет особую важность. SCP-049 проявляет открытую агрессию к тем, кого он считает пораженными поветрием,
В таких случаях его зачастую необходимо сдерживать. Имея свободу действия, SCP-049, как правило, пытается убить такого субъекта. SCP-049 способен устанавливать все биологические функции в организме посредством прямого контакта открытых участков тела. Механизм этого явления неизвестен, результаты вскрытия жертв, убитых SCP-049 таким образом, неоднозначны во всех случаях. SCP-049 выражает досаду или раскаяние по поводу этих смертей. Заявляя, что жертвы не старались бороться с поветрием, хотя при этом обычно стремятся провести на трупе примитивную операцию с помощью инструментов, которые постоянно носят с собой в черной врачебной сумке. Операция не всегда приводит к успеху, но зачастую приводит к созданию SCP-049-2. SCP-049-2 – оживленные трупы субъектов, прооперированных SCP-049. Судя по внешним признакам, они не сохраняют воспоминаний и умственных навыков и не наделены лишь базовыми двигательными навыками и механизмами реагирования. В целом они малоподвижны, двигаются редко и бессистемно. Но при пробуждении или по команде SCP-049 могут стать крайне агрессивными. У SCP-049-2 имеются активные биологические функции, однако они радикально отличаются от известной современной науки физиологии человека. Несмотря на эти отличия, SCP-049 нередко утверждает, что субъекты исцелились. Приложение 049.1. Обнаружение. SCP-049 был обнаружен в ходе расследования нескольких случаев пропажи людей без вести в окрестностях Монплана на юге Франции. Во время облавы в одном из частных домов были найдены несколько экземпляров SCP-049-2, а также сам SCP-049. Между представителями органов охраны правопорядка и агрессивными экземплярами 049-2 произошло столкновение. SCP-049 наблюдал за ходом столкновения и делал пометки в своем журнале. После того, как все экземпляры SCP-049-2 были нейтрализованы, SCP-049 добровольно сдался в руки фонда. Ниже приведена расшифровка беседы между доктором Реймондом Хамом и SCP-049 во время первичного расследования. Опрашивающий доктор Раймонд Хам, Зона 85. Опрашиваемый SCP-049. Начало записи. SCP-049 по-французски. Итак, с чего бы нам начать? Не представится ли доктор Хам в сторону? Это что, французский? Можно нам переводчика? SCP-049 по-английски. Английский язык его величества. Переводчики нет, нужны, сэр, я вполне сносно им владею. Доктор Хам, хорошо, меня зовут доктор Раймонд Хам, я SCP-049, о доктор, человек близких умонастроений, это точно. Какова же ваша специальность, сэр? Доктор Хам, криптобиология, что? SCP-049 смеется, целитель, как и я, полон мир чудес, а я-то опасался, что меня похитила низкая уличная шваль. Озирается, это помещение, оно служит вам лабораторией. Здесь так чисто и так мало следов поветрия, что я поневоле задумался. Доктор Хам, поветрие, вы о чем? SCP-049, мор, великая погибель. Ну же, вы же знаете это, яростно стучит пальцем по виску. Как же его называют это, а неважно, поветрие, да. За этими стенами оно разгулялось вовсю, знаете ли. Многие уже пали его жертвою, многим еще предстоит пасть, покуда не будет создано совершенное лекарство. Откидывается на спинку стула. К счастью, я почти закончил работу. Мой долг в этой жизни избавить мир от поветрия, знаете ли, непревзойденное лекарство. Доктор Хам, вы упоминали про великую погибель. Это вы об бубонной чуме? SCP-049, пауза. Я не знаю, что это такое. Доктор Хам, понятно. Итак, те существа, которых наши агенты обнаружили в том доме, вы их нашли уже мертвыми, так и оживили? SCP-049, можно и так выразиться. Вы слишком просто смотрите на вещи, доктор. Расширьте свой кругозор. Жизнь и смерть, болезни, здравие, любительские термины, которые потребляют дилетанты врачевания. В нашем бренном мире есть лишь один недуг, и ему поветрие. Ничто иное. Не поймите неправильно, они были очень больны, все до единого. Доктор Хам, думаете, вы исцелили тех людей? SCP-049, безусловно, мое лечение самое эффективное. Доктор Хам, то, что мы там нашли, не было людьми. SCP-049,
Умолкает, буравит доктора Хамова взглядом. Да, так и есть. Лекарство не идеально, но это придет со временем и не без дальнейших опытов. Доктор Хам, я целую жизнь потратил на то, чтобы разработать свои методы, и потрачу еще одну, если возникнет необходимость. Но мы впустую тратим время, нас ждет работа. Мне потребуется собственная лаборатория, где я мог бы беспрепятственно продолжать свои изыскания. И помощники, хотя со временем я смогу обеспечить их и сам. Смеется. Доктор Хам, не думаю, что наша организация даст добро на SCP-049. Вздор. Мы все люди науки. Возьмите пальто и проведите меня к моему жилищу, доктор. Делает жест с заостренной тростью. Наша работа начинается немедля. Конец записи. Примечание опрашивающего. SCP-049 способен общаться вполне по-человечески, однако, находясь в его обществе, чувствуешь себя странным образом не по себе. Не стоит заблуждаться, в этой сущности бесспорно есть нечто крайне жуткое. Также отмечу, что мы конфисковали остроконечную трость, которую SCP-049 постоянно размахивал. Отчасти потому, что того требует стандартная процедура конфискации имущества аномалии. Отчасти потому, что, когда 049 привычно махал этой тростью, рядом с ним было опасно находиться. Поначалу существо было недовольно, но когда мы пошли на уступки в части предоставления ему подобных, что, по правде говоря, больше послужит на пользу нашим исследованиям, оно сменило гнев на милость. Приложение 042. Журнал наблюдения. Находясь на содержании в зоне 19, SCP-049 уделяет довольно много времени изучению и выполнению операций на трупах различных млекопитающих, которые ему предоставляют. Как правило, SCP-049 занимается операциями по несколько дней, а затем, вне зависимости от того, превратился ли труп SCP-049-2 или нет, еще несколько дней записывает полученные сведения в толстый журнал в кожаном переплете, который хранит в своей сумке. Зачастую SCP-049 стремится поделиться своими открытиями с персоналом фонда. Ниже приведено несколько случаев, когда SCP-049 препарировал труп млекопитающего. Журнал наблюдений 049 SGN-1 сводка. Субъект SCP-049. Примечание. Лабораторию, где находился SCP-049, был приведен живой подопытный D85123. Сущность выразила искреннюю благодарность всем сотрудникам, занятым в содержании и исследованиях. Результаты наблюдений. SCP-049 начал извлекать из своей сумки различные инструменты, задавая в процессе D85123 типичные вопросы медицинского характера. Закончив приготовление, SCP-049 резко приблизился к подопытному и убил его, прикоснувшись рукой к его горлу. После этого SCP-049 внес в организм подопытного множество различных структурных изменений, нередко выливая в тело различные жидкости из сумки с помощью ручного насоса и тонкой медной трубки. Получившийся экземпляр 0492 пришел в движение, начал биться и цепляться за стены камеры множеством искусственных конечностей, издавая при этом стоны из продолговатого отверстия, проделанного в грудине. В это время SCP-049 наблюдал за экземпляром, делал пометки в журнале и рассказывал наблюдателям из числа научных сотрудников о том, насколько эффективно его лечение. Сотрудники службы безопасности вошли в камеру, чтобы сопроводить SCP-049 обратно в камеру содержания и подверглись нападению со стороны 0492. Последний был ликвидирован, а SCP-049 вернулся в камеру содержания без каких-либо возражений, отметив, что доволен результатом. Журнал наблюдений 049 Gen-2 сводка. Субъект SCP-049. Примечание. SCP-049 выдали цельную тушу недавно умершего козла. SCP-049 выразил в ответ свою благодарность. Результаты наблюдения. SCP-049 оперировал козлиный труп несколько дней, создав в итоге экземпляр SCP-049-2.
SCP-049 выразил свое удовольствие итогом работы, однако отметил: недуг не зашел дальше начальной стадии. У меня было крайне мало ветеринарной практики, но процедура оказала на пациента положительное воздействие. Журнал наблюдения 049, Жен-3 сводка, объект SCP-049. Примечание: SCP-049 выдали труп недавно скончавшегося орангутана. SCP-049 выразил особую благодарность за предоставленный материал, так как орангутаны схожи с людьми анатомически. Результаты наблюдений: SCP-049 оперировал труп орангутана несколько дней и оживил его несколько раз. Однако SCP-049 казался недовольным полученным результатом и трижды возвращался к оживленному существу, чтобы провести доработки. Пятый раз существо оживить не получилось, и SCP-049 передал труп сотрудникам фонда для кремации, прокомментировав это так: «Я много чему научился из этого опыта, но боюсь, что мой скороспелый оптимизм был неуместен. В поисках лечения я еще ни разу не сталкивался с таким камнем преткновения. Повторные опыты с таким же материалом весьма поспособствуют продвижению моих изысканий». Журнал наблюдений 049 и Жен-7, полный текст, субъект SCP-049. Примечание: SCP-049 выдали труп недавно скончавшейся коровы. Предоставленный материал вызвал у SCP-049 легкое раздражение, хотя и был принят. Результаты наблюдения: SCP-049 оперировал труп коровы несколько дней, лишь изредка прерываясь на прием пищи. По его запросу были предоставлены галеты, солонина и твердый сыр. В первую очередь SCP-049 забальзамировал труп, затем извлек из сумки несколько длинных шприцов с различными темными и вязкими жидкостями. По словам SCP-049, жидкости представляют собой вытяжки из телесных соков. По словам SCP-049, поветрие может привести к общему неравновесию в теле. В таком случае перед началом излечения нужно привести телесные соки в равновесие, иначе тело отторгнет лечение. Далее в течение нескольких дней SCP-049 занимался преимущественно распределением и расстановкой органов в теле коровы с помощью крупных металлических инструментов. На 9-й день SCP-049 извлек громотвод, выменял на него у доктора Хама электропогонялку с удлинителем и нанес трупу несколько ударов по различным частям. Судя по всему, это действие оживило корову, хотя ее голова была повернута на 180 градусов, а конечности направлены в другие стороны. Последующее интервью. Начало записи. Доктор Хам, мы уже несколько дней наблюдаем за вашей работой. Если честно, я не до конца понимаю, что вы делаете. Можете подробно описать ваш процесс? SCP-049. Не ради бога. Этот процесс весьма интенсивен. Как я уже рассказывал вашему подручному, наилучшее разъяснение моих методов вы найдете в моих записях. Там я делал исчерпывающие отчеты о своей деятельности. Доктор Хам, понятно. Доктор, меня волнует то, что мы до сих пор не понимаем, что же за болезнь вы пытаетесь излечить, как она себя проявляет, и какая в этом вопросе вам польза от превращения этих существ в псевдоживые, безмозглые бродячие трупы. SCP-049, вы не понимаете поветрия. Даже спустя такое время, доктор, это невыразимый ужас, который много раз показал свое настоящее лицо и будет показывать впредь. Оказалось, что я наделен мудростью и здравым рассудком, чтобы докопаться до корня недуга и извести его раз и навсегда. Но многим таким, как вы, это не по силу. Боюсь, жестокая эта участь зависеть от милости недуга, которую вы не в состоянии даже полностью понять. Доктор Хам, все же это не ответ на мой вопрос. Как можно вообще считать ваше лечение за лечение? SCP-049 неожиданно приходит в возбуждение. Но это же и есть лечение. Смейтесь над моими стараниями сколько угодно. Но не надо пятнать доброе имя научного прогресса, который создал это великое благо. Вам не хватает дальновидности понять, что это существо живет лучшей жизнью, чем когда-то могло надеяться. До такой степени пораженное поветрием.
Теперь оно чисто не может распространять поветрие, и ужас, который ему пришлось бы пережить, над ним более не властен. Доктор Хам, это и существом-то не назовешь доктора, но даже не SCP-049 крайне возбужденным тоном. Не надо язвить со мной, сэр. Вы с вашими коллегами, подобно многим другим, не в силах увидеть избавление прямо перед собой. Мелкие неурядицы застят вам взор. Или вы из тех, кто не уберет прогнившие стропила, покуда крыша не свалится на голову? Нет. Вы их ищете, вы их извлекаете и ставите новые, не тронутые гнилью. И самое важное, вы не станете насмехаться над зданием лишь потому, что оно мнится вам другим. Оно крепкое, оно избавлено от недуга. Доктор Хам, простите, не хотел вас расстраивать, я просто хочу разобраться. SCP-049 делает глубокий вдох. Да, хорошо, но впредь следите за языком, доктор. Я профессионал, но даже профессионал может ощутить укол уязвленной гордости от критики своих шедевров. Сейчас я вас прощаю, вы мой коллега и руководствовались лучшими побуждениями. Доктор Хам, могу ли я вам помочь с чем-нибудь еще? SCP-049 молчит, отводит взгляд от доктора Хама. Нет, на этом все. И еще подопытного по расписанию, как обычно. Вам известно, что я предпочитаю работать с кем-то, чье строение тела схоже с человеческим. Конец записи. Примечание присутствующего исследователя SCP-049, похоже, непритворно хочет помочь другим людям, однако так и не смог дать конкретное объяснение, от чего именно он старается нас спасти. Я наблюдал за ним уже несколько недель, и хотя в результатах незаметно каких-либо изменений. SCP-049 постоянно утверждает, что приближается к своему совершенному лечению. Полагаю, объект лучше осознает реальные плоды своих трудов, чем хочет нам показать. Приложение 0493. Инцидент 16 апреля 2017 года. Вскоре после первичной постановки SCP-049 на содержание, доктор Хам провел с объектом несколько бесед на тему его аномальных свойств и со временем стал отмечать недовольство объекта подопытными и экземплярами SCP-049-2. Это длилось на протяжении нескольких месяцев. При этом SCP-049 ни разу не проявлял агрессивного поведения. 16 апреля 2017 года доктор Хам вошел в лабораторию SCP-049 для проведения очередной плановой беседы. Объект встревожился и спросил доктора Хама, здоров ли тот. Доктор Хам, следуя протоколу, заявил о необходимости провести беседу, после чего объект проявил агрессию и набросился на него и убил. Ввиду несовершенства режима безопасности и вследствие того, что доктор Хам не успел активировать систему тревоги в камере, его труп был найден лишь 3 часа спустя. А за это время SCP-049 переделал его в экземпляр SCP-049-2. Беседу о результатах этого инцидента с SCP-049 провел доктор Терн Шерман. Опрашивающий доктор Терн Шерман, зона 42, опрашиваемый SCP-049. Начало записи. Доктор Шерман, мне нужно, чтобы вы объяснились. Ответа нет. Доктор Шерман, SCP-049. Вам следует объяснить свои действия. Также я напоминаю, что несогласие сотрудничать повлечет дальнейшие ограничения на период вашего содержания. SCP-049, пауза. Мои действия не нуждаются в объяснениях. Доктор Шерман, вы убили Реймонда Хама и потрошили его до тех пор, пока он... SCP-049 гневно перебивает. Не умер, нет, не умер, он исцелен. Доктор Шерман, исцелен от чего? SCP-049. От поветрия, сэр. Казалось бы, кому как не вам понимать, что мне очень повезло почуять его до того, как... Доктор Шерман перебивает. Какое еще поветрие? Вы постоянно носитесь с этим поветрием, но ни разу не смогли дать четкого объяснения этому недугу. Чего такого вы могли в нем сегодня углядеть, чего не видели до этого множество раз? Такого, что он за это поплатился жизнью. SCP-049. Он поветрие является и разрастается непредсказуемо и может причудливым образом просочиться в тех, кто не готов, и дыхание становится тяжелым. Называйте как хотите, доктора, я оказал ему лишь милость, он исцелен. Доктор Шерман, да он стал овощем.
SCP-049, пауза. Я не ожидаю, что вы поймете. Вы и ваши пресны раз за разом доказываете, что вами движет не наука, а эмоции. Вам не под силу оценить те ужасы, которые я видел, миллионы тех, кого погубило и изменило поветрие, которых... Доктор Шерман, за ваше лечение Рэй поплатился жизнью. SCP-049. Нет, добрый сэр, я спас эту жизнь. Вы позволите этому миру скатиться назад в пучину недуга и смерти. Закройте глаза на то чудо, что и сотворил и... Доктор Шерман, не обращая внимания на речи SCP-049. Какой недуг, какое поветрие, он был здоров. Он был хорошим доктором. SCP-049. И предлагаю даром всем страждущим. Вы недостойны этого спора, сэр. Вы глупы и недальновидны. Доктор Хам был болен, а я переводит дыхание. Я исцелил его, только мне это под силу. Моя работа должна продолжаться. Столько всего осталось неизученным. Столько предстоит. Доктор Шерман, я сыт этим по горло. Считайте, что вас сняли с довольствия. Добро пожаловать под содержание. 049 сторону у нас все. SCP-049. Сделать скольких спасти. Даже вас можно спасти, хоть вы того и не заслуживаете. Я могу всех спасти. Могу извести эту чуму под корень. Мне под силу только мне. Я с одышкой. Я спас его. Доктор Хам. Я исцелил его. Он был болен, а я знал, что он болен. Я знал это. И вы все больны, но я могу спасти вас, всех вас спасти, потому что я есть лекарство. Конец записи. Приложение 0494. Интервью по итогам инцидента. Ниже приведена выдержка из отчета по инциденте 049 от 16 апреля 2017 года. Интервью провел доктор Элайджа Иткин спустя 3 недели после начала расследования. Дата 07 мая 2017. Опрашивающий доктор Элайджа Иткин. Опрашиваемый SCP-049. Начало записи. Доктор Иткин, SCP-049. Мы проводим эту беседу, чтобы закрыть расследование ваших действий 16 апреля, приведших к гибели нашего сотрудника. Вам есть что сказать по этому поводу? SCP-049. Только то, что я с нетерпением жду, когда вы позволите мне снова взяться за работу. Последние несколько недель я сводил свои записи и вывел новую теорию о том, как поветрие оказалось способным так подло заразить человека, что я едва смог это обнаружить. Доктор Иткин, вы не испытываете угрызений совести за ваши действия, за гибель доктора Хама? SCP-049 машет рукой. А да, что ж, смерть коллеги всегда прискорбна, но перед лицом поветрия действовать надо решительно, доктор. Мешкать недопустимо. Доктор Иткин, доктор Шерман во время первой беседы отметил ваше скорбное настроение. SCP-049, скорбь, пауза. Возможно. Я не думал, что заразился коллега по цеху, это печальная новость. Но работа движется вперед, смерть доктора Хама достойна всякого сожаления, но она открыла мне глаза на важные вещи. Дальше я могу двигаться только с живыми подопытными. В этом я уверен. Мертвой плоти мое лечение малополезно. А из вашего щедрого ассортимента трупов я уже вынес все, что мог. Теперь я стремлюсь оказать помощь тем, кто страдает от недуга при жизни. Доктор Иткин, боюсь, вы разочаруетесь. SCP-049 смеется. Ах, доктор, я бы не был так уверен. Конец записи.